Всем привет, меня зовут Эд, и вы на канале Проект Магнит. Сегодня, как всегда, я расскажу вам 3 истории. Но это видео для меня по-настоящему особенное, потому что в нем присутствует как и моя история, связанная с моей мамой и моими родными, так и история нашего подписчика Али Мутаева из города Грозный. Я очень счастлив и рад, что вы, наши зрители, подключаетесь к нашему, скажем так, светлому движению, назовем это такими словами, и стараетесь сделать этот мир немножечко лучше. А теперь давайте перейдем к просмотру этого ролика, внутри которого вы обнаружите не менее замечательную историю об Андресе Графе и его сыне, и том поступке, который совершили его коллеги. Привет, Эд. Смотри. Вон оттуда, с поселка. И вон до того конца я обычно пешком до маршрутки иду. Оттуда уже пересадками по разным садикам. Как я уже сказал, я горд начать этот особенно важный для меня ролик с истории нашего подписчика Али Мутаева из города Грозный. Как-то раз он написал мне и показал рисунок, на котором был изображен наш логотип. Я, естественно, спросил, к чему это. А все дело в том, что если рядом с его творением красуется наше лого, то это значит, что работа выполнена совершенно бесплатно. Меня в этот момент охватила такая радость. Я почувствовал, что наш проект действительно влияет на мир вокруг, меняя его к лучшему. Али, рассказывая, как все начиналось, вспоминает о том, что, выполнив заказ в одной из местных школ, ехал домой, как вдруг в маршрутке у него возникло желание пустить вырученные деньги на какое-то благое дело. Смотрел твои передачи, твои выпуски. Решил в каждом садике сделать бесплатно, вот так вот, по одному рисунку. В любом случае сделать хоть что-то. Так он и начал обходить детские сады и рисовать на стенах, радуя детей и приводя в удивление руководство садов. Позже Али получил коммерческий заказ. Выполнив его, художник обнаружил, что у него остались краски. Как вы думаете, на что он пустил оставшуюся часть материала? Это вот, как ты видишь, у меня здесь начатая работа. Сегодня-завтра уже пытаюсь закончить как-то. Вот, кстати, краски проекта Магнита. Однако для Али самое главное, чтобы его родные и дети им гордились. Я имел честь лично немного пообщаться с дочкой Али, Мадиной, которая сказала, что тоже смотрит наш проект. Оба, как и папа, старательно рисуют наш логотип. Дети, конечно, не понимают значения этого лого, но в один день им раскроется этот символ во всей своей красе, и они поймут, что приложили руку к чему-то действительно стоящему. А вот что говорит сам Али. «Меня тянуло к тому, чем одарил меня Всевышний. Может, это все к тому и шло, что я буду рисовать во благо, и может, поэтому я встретил и увидел передачу проекта «Магнит». Али несколько раз бросал рисование, так как на этом не прожить, да и родственники говорили, чтобы нашел постоянную работу. Но теперь, я думаю, он не отступит и будет и дальше следовать зову сердца. Школы, детские сады и другие учреждения города Грозный. Пишите Али, зовите его, ведь тем самым вы поддерживаете его добрые начинания, и все больше детских садов будут получать такие прекрасные бесплатные подарки. Ссылка на Инстаграм Али будет в описании. Подписывайтесь на него и передавайте привет от проекта «Магнит». Поддержите его. Пусть Али не бросает свое дело и идет дальше, разукрашивая наш мир.
Вторая история о немецком рабочем Андресе Графе. Это яркий показатель того, что наш мир далеко не безнадежен, и людей добрых куда больше, чем нам кажется. После смерти жены Андрес остался один с 3-летним сыном, который заболел лейкемией. Мы все прекрасно понимаем, какое это сложное испытание. После долгого лечения в больнице за мальчиком нужен был постоянный уход дома. Андрес нанял сиделку, но потом понял, что малышу с таким тяжелым заболеванием, потерявшим маму, крайне необходимо присутствие отца рядом. Поэтому мужчина быстро потратил все оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска и уже был готов писать заявление на увольнение, потому что каждый прожитый день с сыном – это как благословение, и лучше, чтобы он был рядом с ним как можно дольше. А деньги на лечение он рассчитывал достать, продав все имущество. И вот настал момент, когда Андрес пришел к начальнице отдела увольняться. Он тогда не знал, что никто не собирается подписывать его бумаги. На сегодняшний день такое встречается крайне редко, но все работники фирмы решили разделить между собой рабочие часы Андреса, тем самым сохранив его место и положенную зарплату со всеми бонусами. Вот так 650 человек отработали за Андреса его смены в течение 408 рабочих дней. Каждый, кто брал на себя эти лишние рабочие часы, понимал, что за то время, пока они работают сверхурочно, отец и сын ведут борьбу за жизнь. И знаете, что произошло? Спустя 1,5 года у маленького Юлиуса произошла стойкая ремиссия. Он вернулся в садик, а его папа уже в этом году вернулся на работу. И в этот торжественный день все собрались, чтобы его встретить. Все эти люди стали частью одного чуда. И точно так же, как герои предыдущего видео, вы сотворили чудо для меня и моей семьи. Но обо всем по порядку. Многие из вас интересовались здоровьем моей мамы, беспокоились, наблюдали и поддерживали нас. Кто не знает, у моей мамы был диагностирован рак щитовидной железы еще в декабре. Мы прошли многое. Многочисленные анализы, приемы препаратов, попытки лечиться народными средствами, молитвы, бессонные ночи, тревожные состояния и надежда на лучшее. Нам была назначена операция на 31 января. К тому времени я уже потратил немало денег и копил на операцию. И вдруг, как гром среди ясного неба, резко заболел дедушка. Как говорится, беда не приходит одна. Его госпитализировали и сказали, что ему необходима срочная операция, так как есть вероятность того, что он потеряет ногу вследствие закупорки вен, которые уже не могли доставлять кровь к правой конечности. Нога уже стала чернеть. Простите за все эти ужасы, но такова реальность. Операция была сложной и весьма дорогой. Кое-что профинансировало правительство, остальное было на мне. И не подумайте, это не жалобы, это констатация фактов. Вообще, я считаю, что мы многим обязаны нашим родителям, которые вырастили нас, нашим бабушкам, дедушкам. Так что это был мой долг сына и внука. Я держался, понимая, что все сейчас зависит только от меня, и мне ни в коем случае нельзя давать слабину. И когда, казалось бы, все миновало, нам сообщили, что маме необходимо пройти курс радиоактивного йода, чтобы окончательно убить раковые клетки, которые, возможно, остались в мельчайших кусочках щитовидной железы. За 12 дней надо было собрать 101 тысячу рублей. Мои запасы денежных средств к тому моменту были исчерпаны. На мне висел кредит, и я не знал, что делать. В тот день моя подруга из Новосибирска сказала: «Эд, проведи стрим, тебя поддержат», на что я ответил, что не хочу никого беспокоить. Однако она настаивала на этом, уверяя, что все будет хорошо, что меня поймут правильно, потому что на канале собрана лучшая часть человечества. Люди, которые знают, что такое добро, любовь, взаимопомощь
и сострадание. Спустя пару часов нашего разговора я все-таки решился запустить стрим, надеясь, что за 12 дней мы хотя бы соберем половину суммы, а остальное как-то я сам. Но откуда я мог знать, что буквально за 2,5 часа мы соберем гораздо больше нужной суммы? То, что произошло, убедило меня в том, что канал «Проект Магнит» не просто место, где выходят ролики. Это та точка в пространстве, где сконцентрировано все самое лучшее, где собрались лучшие люди со всех концов света. Вы сотворили настоящее чудо, и мы искренне вас благодарим. Мама читала все ваши комментарии и на Ютубе, и в Инстаграме, и это придавало ей сил. Вы спасли ее. И хоть битва не закончена, маме гораздо лучше, и врачи гарантируют, что она полностью вылечится. Что касается деда, его состояние удовлетворительное. Ему скоро 80, и он продолжает лечение дома. Обнимаю вас, дорогие мои. Это честь быть с вами в одной команде и с еще большим энтузиазмом делать свою работу, активно включая вас в наши общие дела, одно из которых уже скоро предстанет вашему взору буквально в конце апреля. Находимся в больнице. Я хочу еще раз каждому из вас выразить свою благодарность за то, что вы сделали. И в буквальном смысле спасли мою маму.